Ну что на этот раз, ребята? Что за рейд базы без названия? А еще заберем очередную партию топ-наград в заброшенной ярмарке и многое другое. Новичок без доната в Last Day. Продолжаем. Вроде готовы. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем рейдить базы за новичка без доната. Да, база без названия. Что это такое? Это, практически вслепую идем рейдить. Их очень много, все уже были зарейжены, но я сильно не пробивал. В общем, идем, грубо говоря, вслепую, да. И сейчас я тебе покажу самые главные механики и самые крутые. То есть, можно прийти на базу, уйти, а потом умереть. База, ты где? Блин. Главное, чтобы не было шума, чтобы в момент, значит, ты не... ты понял. Ничего не шевелил, ничего не делал. Вот такая вот интересная, без названия база. Вот, смотри, заходим. Так. Я сейчас не вылетаю из игры, все нон-стопом. Вот я зашел. Ничего не шевелим. Шума 0 должно быть. 0. Тогда я могу уйти. Но есть одна погрешность. Шум добавят, как только ты из нее уйдешь. Ну вот. Что у нас тут такое? Я что-то сишек набрал. Вот посмотри, я уже задел колышки. И что? Я не знаю. По идее, не надо было даже колышки задевать. Слушай, такая интересная она какая-то другая. Я думал, тут сишки будут, не сишки, да? И чё? Рейдим. Вот ничего не поднял, шума не было. Как только я выйду в глобал, уже есть шум. Да? Да. Без шуток. База не исчезнет. И даже после смерти она не исчезнет. База, ты где? Блин. Но опять же, повторюсь. А вот если бы я, допустим, в момент рейда вылетел из игры, да? Вот это уже другая, канитель. Вот так не надо делать. А вот так она не должна исчезнуть. Оу, 13 шума. За что? За то, что вышел, зашел? Вот за что. Ладно, поехали. А то мы с тобой, да, с этими экспериментами нормальный рейд не проведем. Да вы что, серьезно, пацаны? И чё? Ничего, вот так вот. Кстати, а что за чоппер-то я интересный взял? Им можно проводить, да, рукожопа, но можно. Как я и сказал в начале рейда, самое главное тебе показать все механики рейда. Вот, видишь, вот этот вот вихрь. Все там же, вкладка, фонд Генезис, север. Вот здесь покупается этот скинчик, да. Вот он. Стоит, не помню, 1000, 1200, что-то типа того. Вот это единственное, как теперь можно более-менее сделать чоппер стен, до выхода вездехода. Вездеход большой. Да, он, целые 2 отсека будет перекрывать. Не будем пока об этом. А ты уже видел? Нет? Обязательно посмотри. Полный обзор обновления. Все показал. Ранний доступ. Обязательно посмотри этот видосик. Так, и что? И все. Смотри, если я вот так встану, кашиеды пробегут. Но если я, допустим, вот так буду стоять в стенку уперевшись, или вот сюда, и они будут идти вот с той стороны, понял, да? Вот стой. Не вот стой, а вот стой. Тогда они не будут проходить, они будут в стену фигачить. Вот так работает новый, значит, чоппер стена. Она есть, реально. Как и воин из-за угла. Его вроде убрали, но не убрали. Им можно прекрасно пользоваться. Если, значит, с прямыми руками, да? Что здесь? Я вообще не знаю, что за база. И в этом интрига вся. Ага. Серьезно? Да, вообще прям. Не бум-бум. Чё, где, зачем, почему? Ай, да вы что, издеваетесь? А иначе зачем бы я ломал этот обоссанный ящик? Давай вот так тянем их, да? И чё? Вот окошко, к примеру.
Можно взять... Оп! Понял, да? Все, оббегает засранец. Можно взять оружие дальнобойное, да, и красиво работать по цели. Так, ёп, ребят. Так, ну что, ломаем. Пока что вообще у нас рейд идет отвратительный. Шума уже дофига наделал. Ну ладно, зато тебе все покажу, да? Так, раз ящик, два ящик. Ну что, поехали? А громила? Ну, вся та же канитель с громилой будет. Такс. Ну, не сказать, что это ее успех. Блин, да? Ну ладно, хоть топоры. Мне на самом деле сейчас дерево надо, что, и топоры, короче, сгодятся. Нельзя дерево тратить вообще ни на что. Ой-ой-ой, какие фрезы. Смотри, смотри, в чем прикол. Вот, видишь, они с той стороны бегут. Кто-то пробежал, да? А кто-то, видишь, хитрожопо оббежал. Вот и вся приколюха. Но, ой, куда они бегут, как ты считаешь? Они ищут короткий путь, засранцы. Ну, вот как-то вот так вот, да? То есть, как бы он есть и как бы его нету. Но при этом против громилы же будет работать. Вот. Безупречно будет работать против громилы. А если даже и забежит? А вот это проблема, если забежит. Почему? А мы-то выйти с тобой не можем. Но ты всегда можешь сделать логаут из игры. Ёп, еще одна кожеедина. Чё ты, блин, это, друг? Ладно, все, потом. Потом поговорим. Так, задача, значит, открыть все темные области, увидеть все. Ну и нахватать хоть что-нибудь, да? В аду берем, блин. Не трогаем радио. Домой ты пешится. Опачки. Ну хоть что-то, да? Не скажу, что прям ой-ой-ой-ой-ой. Есть тебе вездеход, да, то вездеход, да. Блин, если ты еще не собрал, да? Этот чудо аппарат. Вот уже выправляетесь, ребята. 15 телефонов, кожа, да? Металлом, а металла. Вот еще 17 металлом, а металла. Ну неплохо, неплохо. Ну и, пожалуй, давай еще вот это. Что по шуму? Вот так вот, да? И что мы имеем с тобой? Мы можем этот ящик потом вскрыть. Это фрезы, потому. Вот, смотри. Вот я здесь. Воин из-за угла сейчас банальный работает, да? Причем ее поинтересный воин из-за угла. Бьют прям через стену говноеды. Блинчики. Грязь вообще. И чё? Вообще грязь, они через стену ее бьют. Опа, понял, да? Прошли. Ну ты же видел, что они не проходят. Если правильно все сделать. Так. Отводим. Куда? Ну вот давай вот сюда. Все, приплыли бомжи. Баста, карапузики, кончились танцы. Полетела голова. Красиво запустили голову. Почему? Блин, потому что... Ой, еще одна. Ай. Мне не надо умирать. Давай подтащим. Зачем? Разделяй и властвуй. То есть я сейчас, да, меня бьют два бегуна. Вот, видишь? Плюс толстячок вот этот вот красиво подошел с краю, а те идут дальше. Да ёп. Ну да, так себе. Так себе. Слушай, я бы вот сейчас уже всосал, да? Но боюсь, что... А вдруг база исчезнет? Давно я уже не проверял этот лайфхак. Блин. И чё, я не покажу тебе все ящики. Поэтому давай-ка нет, пока не умираем. Выводим на максимум. Если останется шума, да, еще, чтобы громила не появился. Тогда. Так, ну и чё? Здесь, в принципе, все забрали самое ценное. Ну, кожа еще, да? Опять же, повторюсь, колеса вездехода, если ты не собрал, целые 5 штук. А так, в целом, все самое ценное, все самое вкусное взяли, да? Теперь давай. Вот, понимаешь, в чем проблема, если громила к тебе прилетит? Ты вылезти не сможешь. Как? Никак вообще. Только логаут из игры. Вариантик. Ну, неплохо, хоть что-то, да? 15 телефонов это прям не слабо. 12 билетиков, неплохо.
пойдет. 15 этих, сталька, да, кожа. Ну, блин, ну в целом, да, согласен. Че попало, ёп. Че попало? Че попало. Поехали. Стоять. У нас с тобой задача, да, сейчас фантастическая. Надо вот тут ящик вскрыть. Так. И вот так. Что тут? Ну, тут дерево, судя по всему. И у нас по шуму мы вывозим. Еще. Ой-ой-ой. Вот это мне надо. Вот он вездеход, а. Это прям вот, да, вот это мне надо. Вот не представляешь, ёб, насколько я не хочу идти со сосновыми бревнами. И то, что мне их дали, я прям вообще в восторге. Сосновые бревна? Да, сосновые бревна, блин. Ну это ж надо фармить идти, а я их выбил. Настолько они ценны для меня, что я вот по ним... Ну, вот это еще ценнее, да, доски переработанные. Я вот так сделаю. Не судите строго пианиста, он играет как умеет. Для меня вот это сейчас ценней. Че, блин, не входишь, что ли? Очень широкий мужчина, очень. Так, ну что, все, последний чемоданчик, да? А дальше что? Грядочки, 93 шума. Чик. Еще, да, вот эта ценность. Это 12 слитков. Раз, два, три. Ну, то есть металлом о металла. Вот эти всякие ерундойные стены надо, да, ключи. Неплохая база. Не выделывайся. Ну, действительно, неплохая база. Очень пойдет. Каждая всякого говна набрали, короче. 3 вискаря, да, тоже это такая вещь. Пригодится молотого коктейли делать. Дальше что? Дальше давай. Если что, вот это все сейчас исчезнет, да? Хочу показать тебе, что смерть вообще можно. База, ты где? Опять же, я задел шипы, блин, вот вообще ничего не трогай на базе. Есть тюрель заметит тебя и начнет шуметь. Все, привет базе. Ты понял, да? То есть это точно без вариантов. По идее, она не исчезла. Если она не исчезла, рейдеров еще нету. Если рейдеры стоят, привет базе. А опять же, повторюсь, все всегда течет, бежит, ёб, и меняется. И вот эта фишка, ее могут изменить. Все нормально. Рейдеров нету, база стоит и меня ждет. Но это такая фишка, да? 13 шума, придется заплатить. База, ты где? Блин. Ну, вот и потестили. Я не понял, ёпа, где рейдеры? Потестили, потестили. База исчезла. Повторюсь, игра меняется. Раньше можно было, теперь нельзя, потом опять можно. Поэтому, да, такие подобные вещи, лайфхаки, ты делаешь на свой страх и риск. Да. Ну, ладно, что поделать. Грязь? Ну ты же видел, что их не было. 4 секунды исчезает база, когда мы с нее ушли там. И чё? Да это, блин, нереально, что она типа вот в этот момент исчезала. Просто что-то странность какая-то. Ладно, что поделать. Похоже на правду. Держи второй, ёп. Я вообще... Я, блин, вот просто щедрый мужчина. 2 копья целые отдал. Нельзя прийти и уйти. Точка. Блин. Раньше можно было. Реально, я это делал. Можно даже найти ролик. Я тебе больше скажу. Еще можно от громилы потом умереть дополнительно. И это тоже. А теперь лучше так не делать. Гуманитарные грузы. Комплект брони. Угрюмый Майк. Опять ты. Да ты че, блин. Ферма, ящик и топорики. Угрюмый Майк, опять ты. Как ты меня бесишь. Почему? А я не знаю. Он что-то вот вообще как-то плохо у меня ищется. Раз задание, 2 задания. Естественно, мы это делаем сразу. А на что надежда-то была на рейдике? Блин, медь. Очень много меди надо. Прям катастрофически не хватает. А чё, где тактический рюкзак? Ну, у нас вообще с тобой есть запасы, да? Все нормально, и мы не переживаем. Вот он красивый. И по идее еще в почте есть. Еще один запасной, да? Тут все у меня пыхтит, пердит, работает, перерабатывается. Продолжаем, да? Развитие. А почему меди-то надо много?
Есть комментарий, у меня немерено меди, мне не надо, у меня целые 100 штук. Не хватит даже на одну топ-моду дрона. 100 меди. И почему нужны именно роторы, я обязательно тебе скоро покажу. Хотя я уже сказал, погрузчик собираешь, и в транспортном хабе будет ящик, в котором уже готовые роторы катушки. Грубо говоря, там 100-130 меди будешь вытаскивать за раз просто в ресурсах, а не чистой. Да? Вот, посмотри, к примеру, вот эту модификацию волшебную. 30 катушек ее! И чё? Пойдем покажу. Сейчас прям вот лайфхаком воспользуемся, не обломаюсь, все переставить, чтобы показать тебе, что такое 30 катушек. Идем вначале в наш плавильный цех. И показываю тебе. Видишь, да? Медная проволока. Одна штучка. Медная заготовка. Одна к одному. Так. Идем сюда. 4 медных слитка. Одна проволока. Ну, либо одна медная заготовка. Так. 4. Одна проволока. Зафиксировал? Я аж заикаться начинаю, потому что я сейчас количество тебе покажу, ты в шоке будешь. Давай все останавливаем здесь, насрать, да? И по нашему фантастическому лайфхаку все убираем. Раковину сюда. И вот он фантастический, просто наикрутейший стол ёб электроники. Блин, зафиксируй себе эту дичь. 4 в одной штучке. 4 на 4. 16. 16 меди стоит один ротор или одна катушка. Ну, невзирая еще вот на это безобразие, да, которого тоже надо не слабо. А у нас сколько было катушек в этой моде там? 30! Ха-ха-ха, блин! 480 медных слитков! Ты еще считаешь, что твои 100 меди это много? Блиночки. И чё? И это мода насрать на самом деле. Нормальные стандартные моды примерно 15. 15 роторов будут стоить там, да, грубо говоря. 15 там катушек. И чё? Через транспортный хаб ты их будешь вытаскивать нормально. Нормально будут моды собираться. Но крафтить их, это просто, вот понимаешь, 15 роторов, да? 240 меди, ёп. Да басышься делать, ты понимаешь, что? Поэтому вот, меди, ёп, много не бывает. Давай я быстренько все переставлю. Я чуть-чуть шокировал тебя, да? Чтоб ты не думал, что твои 100 меди это прям обосраться как много. Вот так вот, как по волшебству, показал тебе, да, и быстренько все назад в производство вернул. Это что? Сварочный аппарат, блин. Рамы поплавим. Мы вообще уже прям красиво развились. Все, заряжаем, да, еще одну штучку, медную проволоку. И это прям достижение, как ты уже понял. Целая одна медная проволока. Блинчики, мощь. Могешь? Не могешь, а могешь. Так, в общем, ясно, да? Меди надо много. Так и запишем, так и зафиксируем. 100 меди это хорошо, но это капец крошки в размерах поселения. А зачем нужен дрон? Хороший вопрос. Ну тебе не нужен, не собирай. Без него не разблокируешь транспортный хаб. А когда ты его промодифицируешь, этот дрон какого-нибудь консилиума, там, не консилиума, вот так вот просто, да? Ты ничего не делаешь, он сам все сделает. Это мощь. Дрон это мощь, да? Ну а теперь поехали. Я уже снял для тебя наиподробнейший гайд, все лучшие места, где можно взять эту медь. И это действительно классно, это работает. Там и берем медь, да? У меня все работает, печи работают, здесь развал работает. Все по полной. Но дополнительная медь нам по любасу не лишняя, да, учитывая объемы, которые нам с тобой нужны. Поэтому продолжаем всякие события, ивенты еще фигачить. И в данный момент это фантастическая просто ярмарка. И напомню тебе, те правила, которые сейчас вернули разработчики, они всегда были в Last Day. У нас всегда была ярмарка, один этап за одну ярмарку, и это логично.
Прошел, красавчик, молодец, успел. Остаются дни, бери дополнительные награды. А следующий раз вернется ярмарка и продолжишь с нового этапа. Но потом разработчики взяли и сделали вот такой прикол, что не надо ждать следующей ярмарки, можешь выйти, зайти и уже следующий этап, как по волшебству. А теперь просто убрали эту функцию. Поэтому я не вижу причин паниковать, значит, переживать насчет этого. К тому же награды здесь просто космические. Космические. Убить оленей, смотри. Нашествие оленей. И чё? Пойдем? А чечи дадут дополнительные. Нашествие оленей. Не помню на каких этапах еще. Но вот на втором этапе, да. Кот красный. Найти, значит, котейку блохастого. Убить оленей. Рогатых. И чё? Ну и дополнительные очечи еще дают, да? Вот они ее. Оп, 200 очков еще дали, да? Ну и все остальные убежали. Плюс, да, вот так на скоряк мы с тобой 21 место нафармили. Шикарно. Шоу будет продолжаться. Вот так теперь называется этот беспредел. Забрать. Давай еще один билетик заработаем. Одну трубу я уже оставил. Посмотри, я тебе показывал в прошлом видосе, а? Ну хороша награда ее. Ну хороша. Че куда торопиться на какие-то следующие этапы, если тут тоже неплохо кормят, значит. Лишь одну репетицию отыграем. Я сегодня уже 2 репетиции перезагружал. И че? Ну и все, нормально. Теперь можно это. Стандартные 2 билетика, да? 2 билета в день я сейчас забираю. Ярмарка еще будет длиться. Ох-ох-ох. И да, их действительно можно оставлять, и награда будет другая. Когда? На следующий этап. Но опять же, не с первых левелов там открывать надо. В общем, я тебе не рекомендую планировать куда-то далеко. Здесь и сейчас открывай и не парься. Число. Максимум, когда вот ты, допустим, у тебя там первый уровень ярмарки. Вот можно придержать билетики и открыть где-нибудь на 15-м там, да. Награда будет ценней. Повторюсь. Имеет значение под конец этапа или в самом начале. А имеет значение в какой этап. Вот тут не скажу тебе. И готово был, да? Уже перевалили на следующий этап. Плюс у меня есть возможность еще уголька сюда принести. Вообще, восторг и безобразие. Давай забираем свой второй билетик. Классно был. Ну и вот я опять, да, если уголь притараню сюда еще, вообще нормально будет. В следующий день еще один изи-пизи билет. Блин, могу дойти до 45-го, 44-го левела. Мужчина, удиви нас. Давай, заберем вот это. И смотри, какая ее бы грязь. Блин, здесь всегда награды просто дичь. Особенно, если тебе еще есть куда развиваться. Я помню, как мы мучились с тобой, добывали эти 2 аккумулятора, эти 2 фильтра. Раз и готово, да? Это великолепно. Ё-моё. Микросхема. Класс? Класс. Прошлые были даже посолиднее, да, мне кажется. Не жадничай. Очень-очень классное событие. И так тоже оно ничем не хуже стало. Что мы продолжаем его дальше фигачить. Транспортный хаб откатился. Ай, блинчики. А вот, видишь? Те самые роторы, катушки нарисованы, что их можно выбить. Мода для дрона. Это топ-ящик. Для начала надо 5 роторов тебе собрать. В общем, жизнь продолжается. Ну а я с тобой прощаюсь. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой видосик, эта серия. Не забудь поддержать лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видос выходит каждый день. Не забывай про нашу телегу. Регулярные анонсы всего. Сливы обновлений. Уникальный контент. Чат, розыгрыши. Скучно точно не будет. Если не работает, тогда Макс. Печка ТВ. Но если ты все-таки как-то пропустил этот шикарный ролик по обзору обновления, ранний доступ, обязательно посмотри. Он вышел вчера. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все
все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов. Но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.